На дворе весна, снег стремительно тает, а значит пришло время проверить ходовку автомобиля, проверить, как она перезимовала. И поэтому я приехал в фит-сервис. Сейчас вы можете проверить ваше авто по 63 параметрам совершенно бесплатно на любой автостанции фит-сервис в России и Казахстане, которых насчитывается более 300. Кстати, у меня в Южно-Сахалинске фит-сервис тоже есть. Специалисты фит-сервис проведут бесплатную диагностику и проверят ходовую часть, узлы подвески, навесные ремни, все уровни и утечки технических жидкостей. Чтобы попасть на бесплатную диагностику, нужно зарегистрироваться в программе лояльности через удобное мобильное приложение фит-сервис. Здесь вы можете в один клик записаться к удобному времени, а также посмотреть полную историю обслуживания вашего авто. Кроме того, при регистрации вы сразу получите 500 приветственных баллов, которые можно потратить на обслуживание. Вот я ремонтировал тут рулевую рейку, и теперь скидка есть на ТО. По итогу бесплатной диагностики в фит-сервис выдается диагностическая карта со всеми проблемами. И дальше вы уже решаете, оставаться на дальнейший ремонт или нет. Если вы доверите решать проблемы с вашим авто фит-сервису, вам предоставят гарантию на запчасти и работы 1 год или 20 тысяч километров. Кстати, гарантия будет действовать по всей территории присутствия сети. Там же есть бонусная программа с кэшбэком, которым можно рассчитываться за услуги. Одним словом, если вам кажется, что машина как-то подозрительно работает или шумит, записывайтесь в фит-сервис на бесплатную проверку по ссылке в описании. Всем привет, это опять я. Видно, сколько на заднем плане, да уже и на переднем, белой пены. Белая пена у нас на Сахалине последние годы значит только одно. Это молока. Я сейчас стою в молоке. К нам пришла на нерест селедка. Вот везде плавает селедка. Везде. А вот здесь уже пересохла, вода ушла, а селедка осталась лежать. Давай, плыви. Так. Ну вот это уже какая-то полумертвая. Это чемодан. Так, в чемодан. Еще живенькая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, что творится, а? Что творится? Сельдяной беспредел. Все, уже плыть не может. На бок легла. Тут хорошая пузатая. Причем нерест еще, скорее всего, не начинала, потому что на траве нет икры. Скорее всего, просто приплыла. Он где-то там, возможно, нерестится, а вот сюда уже заплыла по дурости. Либо, как вариант, отметалась и не смогла уплыть, и вот тут попалась в сети. Да уж. Большинство рыб от нереста дуреет, как бы. Ну нет, она еще не отнерестилась, у нее брюхо надутое. Большинство рыб от нереста дуреет и способна... Да, вон икра с нее сыпется, то есть она еще не начинала. То есть она только вот пришла и готовится. Каждый свободный дециметр. Везде селедка. Заскочила с моря на мель. И вон туда вот, вдаль тоже все белое. Везде спины. И рыба. Я уже ступаю аккуратно, ногу протаскиваю, чтобы селедку не затоптать. Ну да, водоросли пока без икры. Лишь единичные икринки вижу. Поэтому, скорее всего, просто либо только собирается, либо заплутала. Но если собирается, я, в принципе, вовремя пришел. То есть я набрал ведерко по-быстрому и убежал. А она тут пусть уже без меня не рестится и все решает. Вот здесь прям селедка нашла себе маленький приямок. Вот здесь вообще глубина на 2 пальца. А здесь на ладонь. Вся вообще скопилась кучкой. Какая же она красивая, зеленая с фиолетовым. Какую-то соберут люди, какую-то склюют птицы, вон чайки собрались. Какую-то съедят какие-нибудь, возможно, лисицы.
Но основная масса отнерестится и уплывет себе спокойно. Да, давай, и ты плыви. Потрясающее изобилие. Просто потрясающее. Собственно, как на Сахалине и появилась моя бабушка. Она в конце 40-х приехала на Сахалин на сельдевую путину начальником лова. Они быстренько всю селедку, скажем так, извели под корень. И в начале 50-х селедка кончилась. А вот сейчас уже лет 6, как опять приходит. Это очень хороший знак. Будем стараться сберечь и не проворонить ее, как в тот раз. На дворе новый день. Я вчера вроде селедки набрал нормально. Но одной родне немножко дал, второй родне немножко дал, третьей родне немножко дал. Наконец ничего не осталось. Здравствуйте. Здравствуйте. Быстрее бегите, кончается. Да какой кончается? Только все началось. Да я шучу. Рыбы много. И в этом месте что хорошо? Спасибо. Пожалуйста, всегда. Всегда пожалуйста. В этом месте что хорошо? То, что вот здесь вот такой вот большой длинный обрыв. И по этому обрыву в состоянии спуститься только физически подготовленные люди. А все лентяи отсекаются. Поэтому народу там мало и собирают тихонечко. Пятно с селедкой видно издалека. Собственно, как народ и ориентируется. Все вот встали на обрыв, посмотрели вдаль, увидели белое пятно на фоне темного моря. Ну и все сразу туда. Ну, повторюсь, не все. Только те, кто физически это дело потянул. Вот сейчас меня человек благодарил. Это я ему помог вот оттуда снизу ведро полное рыбы донести. Подъемчик так-то не для слабонервных. Ну, я имею в виду, так-то спуститься любой сможет, а вот с грузом 2 ведра рыбы уже не всякий. Ну вот, картина типичная для тех мест, куда нельзя подъехать на машине. Вот в прошлых годах я снимал видео с тех точек, где были подъезды на автомобиле. Народу было много. А вот здесь нужно идти по длинной извилистой тропинке отвесной. И народу вон меньше 10 человек. Он надо тебе с той стороны, чтобы она к берегу накосила. Это с первого замета? Да. Поздравляю. Вот она, смотри. О, стая какая хорошая. Смотри, 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 вон, разбегается.
Ну тут, конечно, мы наловим сейчас быстро очень. Вот она, не, вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. О, смотри. О, офигеть. Офигеть. Ой. Да. Рыба какое-то сумасшедшее количество. Так. Я на берег. Ну вот это вот первый замет. Так, время для второго замета сачка. Так, вот рыба. Так. Я на вас загоняю, а вы на меня. Давай. О, пошла. Вот. Так, я на берег. Я уже тут вам начерпала. Тонну. Она вот тут стоит, прямо у ног. О, прямо на... Ты сачок моешь, она прям скочит. Так, ну селедка тут как бы везде. Но вот там ее прям много. А вы говорите, рыбалка дело мужчин. Вот сплошные женщины. Но женщины просто еще и азартнее, чем мужчины. Женщины легче поддаются азарту. Что в казино, что на рыбалке. Ух ты. Так. Так. Ну, пожалуй, хватит. Так. Так, или нет? Ну, почти как раз ведро. Фух. Вот, пожалуй, у меня и все. Народ емкости наполнил, уже никто не черпает. Люди ушли. Вон, все уходят с пакетами. А селедка вон тут как ходила стаями. Прямо возле берега, зараза. Так и ходит. И судя по тому, что теперь появилось пятно и вон там, далеко, такое ощущение, как будто сейчас и там уже нерест пошел. Вот самый низ тропиночки, куда все тащат ведра с селедкой. Вон ребята перекуривают. Тяжко это, тяжко. Вот я уже и дома. Говорящие руки. Ну и раз дело о селедке, то первым делом нужно ее разделать. Вот самая первая селедка, которая попала под нож. У нее в брюхе икры совсем маленько. То есть вот остатки ястычной пленки. И в ней вот, ну, буквально, ну, скажу так, 1/4 от объема, который должна быть. Значит, вот конкретно эта селедка уже успела икру сбросить. А вот в этой селедке молоки. Молоки я бы брал, если бы я знал, как их готовить, что с ними делать. Но мне они на вкус не нравятся. Как я их не готовил, ничего хорошего у меня никогда не получалось. Поэтому молоки у меня идут на выброс. А вот икра, она вот в таких вот ястыках. Икру я собираю. Только надо это делать аккуратно, потому что она очень липкая и вот к пальцам прилипает моментально. А вот у этой селедки, судя по всему, полное брюхо еще не выметанной икры. Да, вот ястычки как раз полные, во всей своей красе. Один немножко покрупнее другого. Все такие вот, все в красных, в кровавых прожилках. Это нормально. Следующий ход — это вот такая вот емкость. В ней на дне насыпан уже сушеный укроп. Ну, такие бадыли прям. Немножко гвоздики
и черный перец. Можно было бы, конечно, сделать пряный тузлук, но мне так удобнее, быстрее и приятнее. Дальше укладываю промытую селедку без голов, без хвостов. Заливаем теперь все это дело холодным тузлуком. А теперь пришло время вот такой вот специальной крышечки для этого контейнера. Дело в том, что селедка должна быть покрыта тузлуком полностью. И нужен либо гнет, что довольно круто для маленького контейнера, хранящегося в холодильнике, либо вот такая вот хитрая крышка. Вот сейчас она в режиме открыта, и она спокойно на себя запускает тузлук. А потом нужно сделать будет вот так вот, клапан сюда. И она, очень надеюсь, вот в таком положении останется. Так, лишь бы теперь крышка закрылась. Прошло уже 4 дня, селедка достаточно просолилась. Пора доставать ее, сливать тузлук, фасовать ее по пакетам и раскладывать в морозилке. Цель проста – обезопасить себя от паразитов. А икра изначально хранилась в морозилке, я ее расфасовал по пакетам и придал вот такую вот плоскую форму, чтобы все эффективнее промораживалось. Температура была минус 23 за 4 дня. Если тут что-то и было, то оно давно погибло. Вот так выглядит икра после заморозки. Согласитесь, такой вот с кровавыми прожилками, вид не совсем аппетитный, но я вас уверяю, это ненадолго. Для этого дела берется тузлук на литр воды, 4 столовых ложки соли. И вот стоит мне сейчас вот пальцем в ней поковыряться, весь палец облипнется икрой. А вот когда она в соли немножко постоит, где-то около 10 минут, я периодически буду проверять, пробовать, тогда она уже липнуть должна перестать. Я беру вот так вот руками ястычную пленку и протаскиваю ее сквозь пальцы. Вот так вот, чтобы в этой руке оставалась пленка, а вот здесь икра. Икру можно перекладывать в отдельную тарелку, но я икру бросаю тут же. Все, икра очищена от пленок, только она стала, скажем так, была вот мягкая и липкая, а стала в противовес этому такая деревянная и посклеилась между собой. Хотя бы к пальцам почти не липнет. Теперь тогда следующий этап. Туда растительного масла. И все вот так вот размять вилкой. Если видите какой-то сгусточек крови, забрали, выкинули. И снова разминаем вилкой. Все, и корка готова. То есть я вот ее немножечко размял с маслом. Ее теперь можно вот такую вот фасовать по баночкам, заливать сверху тоже ароматным маслом, либо просто маслом. И это получится продукт долгого хранения. А можно вот просто вот так вот ее взять вот и лопать вилкой. У меня жена очень вкусные роллы катает с икрой селедки. Всем пока-пока. До свидания.